Ну и последний вопрос от Алисы. Здравствуйте, Валерий Викторович. Учитывая планы по распространению марксизма, почему глобальный предиктор допустил открытие Второго фронта во время Второй мировой войны, в результате чего Европа оказалась разделенной между победителями? Что делало невозможным распространение марксизма на данных территориях? Это недочет ГП или он понимал, что Сталин не станет распространять важную им для управления коммунистическую идеологию на все европейские страны? Насколько такие события и векторы развития могут быть просчитанными? Безусловно, Сталин понимал, что если мы идем в Европу, то мы должны прийти с чем-то очень и очень позитивным. Мы должны принести не марксизм, а теорию коммунизма. Но, к сожалению, даже внутри СССР с этим делом были большие проблемы. Кадровый корпус во многом состоял из троцкистов, которые после смерти Сталина совершили государственный переворот и в конце концов страну предали. То есть через оттепель, застой и все прочее. Это вот книга «Запад и СССР. Как шло противостояние». Поэтому, когда Черчилль обратился к Сталину: помоги срочно, у нас тут сейчас Гитлер-Югент и Фольксштурм, наши элитные части разгромили и сейчас сбросят в Ла-Манш, Сталин понимал, что марксизм, троцкизм будет насаждаться везде. Сил не хватит, просто вот кадров не хватит, тем более, что во многом кадры выбитые были во время Великой Отечественной войны, потому что лучшие из лучших шли на фронт и там погибали. И он помог, потому что баланс интересов позволял управлять Европой совершенно на других основаниях. И сталинский расчет оказался правильным. Во Франции пришел де-Голь, который фактически оказался сторонником построения русского мира. И его вынуждены были сносить оранжевой революцией 1968 года. Почему Запад, почему глобальный предиктор допустил открытие Второго фронта? По одной простой причине. Нужно было лишить СССР победы. Нужно было, чтобы СССР, разгромив полностью фашистскую Германию, реально этой победы не получил. И именно с этим связано то, что первое наступление на Берлин, которое осуществлял Жуков, захлебнулось на Зиеловских высотах. Жуков выполнял именно этот план, чтобы Берлин захватили союзники и лишили Советский Союз победы. Но когда Сталин развернул армию Конева и Жукову было предъявлено фактически обвинение в государственной измене тем самым, то есть было подготовлено полностью наступление Рокоссовским, а ты это наступление, ты же отверг план Рокоссовского, то Жуков план Рокоссовского перевыполнил и, в общем-то, взяли Берлин двумя фронтами. Вот. Но и здесь попытались перехватить победу 7 мая, приняв сепаратную капитуляцию. Сталин заставил переподписать капитуляцию, потому что он понимал роль ритуала в государственном и надгосударственном управлении. Он эту победу Советскому Союзу обеспечил. Что касается Советского Союза, то Сталин ведь никогда не давил страны народной демократии, и марксистские социалистические режимы там не устанавливал. Ну, пример тому. В Норвегии не установили? Не установили. В Австрии не установили? Не установили. В Финляндии не установили? Не установили. Но сильные марксистские социалистические партии, а это в качестве инструментария имеется в виду сильные,
управляемые с надгосударственного уровня, глобального предиктора, стали вписываться, потому что понимали, что народ поддерживает именно советскую модель построения общества. И они стали в это дело сами вписываться в расчете, что потом переиграют, что они извратят идеи социализма и потом развалят социалистическую систему, что в принципе потом и было осуществлено. То есть, если вот отвечать в двух словах, Второй фронт открыли ровно для того, чтобы лишить Советский Союз победы. И порядок в Европе построить свой. Ровно для этого сейчас сносят памятники в Европе советским солдатам-освободителям, чтобы дети не спрашивали, а что это такое, и им не рассказывали, кто освободил от фашистов их страны, чтобы детям можно было врать, что их освободили американцы. Это был последний вопрос. Ну вот сегодня мы, в общем-то, разговаривали достаточно о простых вещах, о которых мы уже неоднократно говорили. Но эти простые вещи, они только тогда, когда есть теоретические знания, которые позволяют работать с информацией и разбираться в процессах управления сложными социальными суперсистемами. Такие знания изложены только в работах внутреннего предиктора СССР, опубликованных до июня 2018 года. Изучайте их, становитесь концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. До следующих встреч.